Всем привет! Финальный босс 7 сезона, первая фаза до усиления. В данном ролике рассмотрим команды неустрашимости. Команда очень требовательна к саппортам. Рассмотрим два варианта. Это через Маштура и через Ирмуша. Если у вас нет ни одного, ни второго, то придется использовать связку Натаниэля и Тамары. Такую я видел. Соответственно, Таривола придется убирать. Урона будет уже не так много, но а что делать? Бить все равно нужно. Также Натаниэль будет через сопротивление и через ее раздачу. Тамар у нас будет для очистки бафов с босса и для наложения штрафа атаки. По аналогии, в принципе, как с Воришем мы били, можете зайти посмотреть видео про ледяной взрыв. Механика будет абсолютно такая же, только вместо Филоси у нас будет Натаниэль, а вместо Вориша будет Тамара. Так что если у вас нету ни Маштура, ни Ирмуша, зайдите посмотрите видео про ледяной взрыв и по аналогии сделайте то же самое с данными героями. Ну давайте уже приступим к разбору команд Маштуром и с Ирмушем. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Первый вариант будет у нас через Ирмуша. Также важный момент, который относится в принципе ко всем командам. Если у вас Настенка на 5-м пробуждении, именно на 5-м, даже не 4-е, а именно 5-е, то мы будем играть именно через нее. Весь топовый шмот придется одевать именно ей. Через 5-ю Настенку, я видел, набивают и 1,5 миллиарда здесь за счет масс урона. Она очень много урона здесь наносит. В моем случае придется играть именно через Гуинавивр, потому что Настенка у меня на 1-м пробуждении и столько урона я ей не нанесу. Но даже с 1-м пробуждением она все равно нормально здесь дамажит. Тайминги я использую здесь вот такие. Ирмушу ставим цикл 15 секунд, сет кукольника и старт на 12. Остальные в принципе стандартный тайминг для неустрашимых. Ирмуш здесь нужен для снятия дебафов и также для наложения с боевого нам иммунки. Немножко ускорения ему дал, более чем достаточно. Ну и также на защиту даже не протачивал. Команда и так живет неплохо. Ну и точность для наложения штрафа атаки. Расстановка обязательно именно вот такая. И также еще сейчас важный момент. Я не знаю почему, но стоит чуть-чуть добавить ускорение. Даже было у меня 5 единиц на Настенке. И все шло вообще не так, как должно. Герои не вставали в итоге так, как мне нужно. И выходило намного меньше урона. Поэтому следите за ускорением. У меня лучше все получается, когда ни у Гуинавивр, ни у Настенки нет ускорения вообще. Я не знаю, как это работает, с чем это связано. Возможно, с прыжками боевых, но вот от ускорения я отказался. То есть даже с учетом глобального бафа получается так, что у них просто ускорение одинаковое. Ну и также Гуинавир у меня полностью урон, топ-сеты именно на ней. На Настенке тоже хороший шмот, но уже чуть-чуть похуже. Ульвида раздача атаки, также на дебафы, и верха поставил ей просто ради ускорения скорости атаки. Ну и соответственно она у нас будет в разлом. И Таривол у меня вот такой вот. Хоть у меня шанса крита и предостаточно, я не знаю почему, но стоит мне поставить талант нижний, и я теряю где-то 200 000 000. Это очень много и непонятно почему. Хотя на других боссах, на прошлых, я ставил именно нижний талант, и у меня было больше с ним. Но здесь именно при вот этих талантах получается нанести урона больше. Ну давайте посмотрим, как тут у нас проходит бой и в какое положение должны герои встать после всех отбрасываний и так далее. Тут они пока что бьют каждый свою цель. Кстати, очень тяжело за счет того, что они прыгают, бьют каждый кого хочет, именно чтобы они собрались возле Таривола. То есть иногда бывают траи фиговые и приходится реролить. Допустим, сейчас я бы не сказал, что у меня он прям удачный, но может быть в процессе боя что-то да поменяется. Да, Женя не хочет вставать возле Таривола, но как я определяю, нормально все или нет. Бывает такое, что Настенка вообще начинает перегонять Гуинавивр. Если такое видите, значит все. Это плохой трай, значит они встали неправильно и соответственно нужно будет реролить. Ну давайте через быстрый бой сейчас посмотрим, сколько я смогу нанести именно данной командой. 870 миллионов данная команда у меня нанесла. В принципе до этого у меня вообще били 850, значит трай получился более-менее хороший. И второй вариант команды через Маштура, весьма специфический. Я его увидел у Ливеранова или
лайврановая, не знаю, как правильно он читается, но изначально я был очень удивлен таким таймингом и вообще специфики данной команды. Вот такие тайминги у нас там цикл 30 секунд. Поначалу у меня из-за ускорения не получалось, чтобы герои встали в нужную позицию, но потом все пошло более-менее нормально. Тоже таймим обязательно от Джина, это очень важно. Также обратите внимание, последовательность. Она тут очень важную роль играет, потому что стоит что-то сдвинуть чуть-чуть, и уже все идет не так, как хотелось бы. Также Маштур у нас здесь ультует перед кульвидой, а не после, как обычно, потому что если он ультанет после кульвиды, то разлом заменится на его дебафы. Нам это не нужно. Вот поэтому тайминги именно вот такие. Револ — скорость атаки, шанс крита. Вот этот мифик неплохо здесь заходит. Также таланты тоже обязательно используем именно вот эти, даже несмотря на то, что шанс крита у нас в принципе нормальный. Такая же история, если у вас Настенка на 5-м пробуждении, то делаем упор больше именно на нее. В моем случае Гуинавивер находится в топовых сетах. Такая вот у меня Женька, в принципе. Кукольник нам здесь не нужен, потому что у нас 30-секундный цикл. Соответственно, Ульвиду также одеваем мифик на дебафы, раздача атаки и для скорости атаки вот эти вот верха. Ну и упор, соответственно, точность и атака. Маштур, как обычно, все, что связано с щитами, точность и в принципе все. Команда стоит вообще налегке. Как это все работает, вообще на самом деле непонятно, но также очень важно, чтобы герои встали в нужную позицию. Если видите, что у вас Настенка перегоняет Гуинавивра, значит у вас скорее всего что-то с ускорением и нужно будет реролить. У меня были проблемы, что Настенка начинала перегонять Гуинавивр. И все это было просто из-за 5 ускорения в руне у Настенки. Как только я убрал, все стало на свои места и начали мы наносить нормальный урон. Вот в принципе, если видите, что Гуинавивр бьет именно босса, значит в принципе все нормально. Если она стоит, тупит, ей некуда встать, значит все, это реролл. Если у вас так на постоянке происходит, то еще раз повторяю, посмотрите на ускорение. Лучше его убрать, либо выровнять, чтобы оно было одинаковое и у Настенки, и у Гуинавивр. Бьем вообще под штрафом атаки, но урон более-менее хороший. Давайте посмотрим, сколько же нанесет у меня данная команда. Сейчас мы запустим автобой. Ну, почти 1,80 миллиарда нанесли мы данной командой. Результат, на удивление, очень неплохой, учитывая вообще, как проходит бой и что вообще происходит. Вот данному варианту я был очень удивлен. На этом в принципе все. Все коды скину в описании, но не забывайте, что здесь очень много нюансов и просто загрузить код тут как бы не поможет. Придется подобрать статы, посмотреть, как ведут себя герои и уже потом подбирать руны, подбирать ускорение и так далее. Кому что непонятно, пишите в комментариях. Вступаем в телеграм-канал, задаем вопросы также там. Ссылочки все будут в описании. До скорых встреч. Всем пока.